Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас в новом влоге. Как вы знаете, мы убрали елку, и вот у нас уже нормальная атмосфера, нормальная обстановка, скорее всего, дома. Все новогоднее уже забрали. На следующей неделе жирный четверг, поэтому вуаля, мы уже как бы готовимся к весне. День сегодня пасмурный такой, очень невеселый. Я собираюсь делать блинчики, поэтому покажу вам, как я их делаю. У меня даже на канале был такой специальный ролик, где я показывала, как я пеку блины. Если кому-то интересно, смотрите тот ролик. Если нет, я покажу вам сегодня, что я буду делать. У меня сегодня такой довольно хозяйственный день, потому что нужно сделать уборку дома и все, где там, что где поскладывать, поубирать, приготовить. Вот, поэтому занятий будет слишком много. К тому же у меня еще болеет муж, ну как болеет, простудился, и вот лежит в постели, нужно еще за ним ухаживать, чтобы он как-то набрался силами. Ну, поэтому, можно сказать, большинство вещей на мне, но хотя мне помогают очень дети во всех этих занятиях. У каждого есть своя какая-то, свой какой-то кусок работы, который нужно сделать. Поэтому я также призываю всех, у кого есть дети, чтобы с малых лет приучать к тому, что нужно делиться работой дома и нужно помогать родителям, потому что все мы живем, и не может быть так, что одна мама, например, убирает за всеми. Это когда маленькие дети, это да, хотя таким маленьким детям тоже нужно отдавать уже с малых лет задания, поубирать, например, свои игрушки или книжки. То, что он разбросал, это очень и очень дисциплинирует. Поэтому я очень рада, что у каждого из моих детей есть свои задания, к которым они прикреплены, и они знают, что это им конкретно, это нужно сделать. И всем нам становится жить легче и веселее. Напишите обязательно в комментариях, как у вас дома. Кто-то один этим занимается, или вы также делите свои обязанности на домочадцев, и у каждого свой какой-то, свой кусок работы. Уже принести дрова на топку. Здесь мелкие, для того, чтобы разжечь. Все на своих местах. И вот после обеда начнем топить. На обед, на второе я готовлю сегодня блинчики с творогом. На первое у меня еще бульон с лапшой, на второе будут блинчики с творогом. И начинаю готовку. Наверное, некоторых разочарую, но уже на протяжении лет у меня выработалась рука, и я все делаю на глаз. Вот я беру 3 яйца, сейчас я буду их взбивать, даю немножко сахара, потому что не хочу, чтобы мои блинчики были слишком сладкие. Я сахар дам в творог, а если у меня останутся блинчики, то я еще буду использовать, вот у меня после бульона осталось мясо, я его переберу, пропущу через мясорубку, поджарю лучок, приправы дам, посмотрю, сколько этого мяса будет, и, возможно, те блинчики, которые у меня останутся, я сделаю на завтра блинчики с мясом. Поэтому вот так дам только чуть-чуть этого сахара, а чтобы были блинчики сладкие с творогом, то дам варенье в творог еще добавлю. Ну, покажу вам, как я буду это делать. Вот так. И сегодня мне неохота брать миксер, поэтому у меня есть вот такая старинная, не знаю, венчик такой. Он еще у меня остался от моей бабушки, которая ним все взбивала, даже классные бисквиты. Вот. И я его решила достать. Действительно, он хорошо взбивает. А так, чтобы только яйца здесь переболтать с сахаром, мне этого хватит. Моя бабушка этим взбивала буквально все. Я смотрю, он неплохо взбивает, действительно, и когда я взбивала белки для корзиночек, то тоже использовали вот этот венчик. Ним неплохо можно было взбить даже белковый крем. Ну вот я уже взбила, сейчас я сюда добавлю молока. И не буду, блинчики я теперь не делаю только на молоке, а добавляю еще и воду. Потому что
Посмотрела, что есть рецепты, даже мои многие знакомые вообще молока в блинчики не добавляют, а делают их на воде. Поэтому я делаю или 50 на 50, или 70 на 30, то есть молока уже не даю на 100%. Вот я добавила молоко и воду, сейчас дам немножко соли и начну добавлять муку, все время помешивая другим уже венчиком, доводя до такой консистенции густой сметаны, которая мне будет нужна. И в конце добавлю еще один ингредиент, который очень помогает в жарке блинчиков, чтобы они не прилипали к сковородке. Вот так досыпаю муку и буду этим венчиком теперь размешивать до такого состояния, чтобы не было комочков. Он очень хорошо взбивает тесто, не оставляя комочков. И не нужно мне миксера. Это раз, два, три, помыл. И у нас сейчас электричество довольно дорогое стало. Если там какое-то количество электричества вы используете больше, там перейдете через норму, то цена слишком возрастает. Поэтому приходится тоже думать и о таких вещах. Ну вот я так постепенно досыпала и взбивала. И у меня уже получилось тесто такой консистенции, которая мне нужна. Поэтому я не даю вам рецепта, сколько нужно добавить там муки и так далее. Я сориентируюсь на эту кастрюльку, что мне нужно такой тесто, ну, такого объема, как эта кастрюлька. И добавляю вот до такой консистенции густой сметаны. Но еще немножко разойдется мука в середине. И видите, этот венчик очень классно взбивает. Тесто однородное, без всяких комочков. Очень удобно, быстро. И не нужно миксера. Даже я вам скажу, взбивая таким венчиком, тесто получается лучше, чем миксером. Вот, потому что, я не знаю, мне лучше жарится. Я перешла на этот венчик уже давно. И что я теперь буду делать? Последнее, что я добавляю, это растительное масло. Вот так наливаю растительное масло в тесто и размешиваю. И теперь, будучи в тесте, нам растительное масло поможет, чтобы наши блинчики так не прилипали к сковородке. Сковородку я тоже смажу подсолнечным маслом, растительным маслом, да, но это тоже очень помогает. И при этом не нужно потом будет смазывать сковородку после каждого блина, как это некоторые делают. Я смазываю первый раз, и потом, может быть, в середине, когда уже вижу, что уже немножко эта сковородка так разогрелась, и блины, возможно, немножко прилипают, и тогда опять добавляю немножко на сковородку. И все идет как надо. То есть сейчас разогреваю сковородку и начинаю жарить блины. Начинка у меня простая: творог, ванильный сахар и молоко. И вот так вот я размешиваю до консистенции такой, как сказать, однородной. И тогда этот творожок получается не такой вот, как сказать, густой. Вот. Он получается такой нежный, как крем. Поэтому я всегда добавляю молочко. И потом смотрю, если надо, доливаю еще. И получается вот такая вкусная масса. Но это еще не все, если говорить о начинке. Об этом еще будет далее. Каждую сковородку я буду выпекать на двух. Я смазала жиром и сейчас буду наливать наше тесто. Вот, пожалуйста, сейчас проверим. Видите, блинчик не прилипает. И это первый блин, который не комом. Он хорошо отходит от сковородочки. И на этой попробуем. Посмотрите, как классно отходит. Все. Никаких блинов комом. Я сейчас даже при вас его переверну. И этот тоже. Вуаля. И жарим дальше наши блинчики.
И вот результат, такая гора блинов получилась. Как видите, они румяные, красивые, не было ни одного испорченного, все хорошо отходили. Как я сказала, я через некоторое время опять смазала сковородку, вот, но это намного удобней, потому что не нужно смазывать после каждого блина. Вот, полюбуйтесь, они еще горячие, видно, отходит от них такой пар. Сейчас буду делать начинку. И вот так, творог, который я приготовила, и внутрь кладу еще ложечку джема и заворачиваю вот в такие трубочки. Блинчики получаются очень вкусные, такие влажные, не сухие, прекрасные. Попробуйте обязательно. Так как блины остались, я буду делать блинчики с мясом, поэтому зажариваю лук для мяса до такого немножко золотистого цвета. Вот мое мясо из бульона. И сейчас я его буду пропускать через мясорубку. И добавлю туда также пожаренный лук, соль, приправы, чтобы было вкусненько. У меня есть блинчики, заверну и подогрею на сковородке. Такие блины очень вкусные. Вот видите, из бульона мы мясо не успели скушать. И такой способ можно его использовать. Также можно сделать картофельные зразы с мясом. Тоже будет очень вкусно. Или же вареники с мясом. Тоже как вариант может быть. Вот добавила разные приправы и констатировала то, что лука слишком мало. Поэтому дожариваю лук и также его проверну через мясорубку. Вот мои блинчики, часть уже на сковородочке, подогреваются, они получатся с такой золотистой корочкой. Сейчас покажу. Вот уже часть на сковородочке. Прогреются и будем кушать с кетчупом. Ну, кто как кому нравится. Вот таким образом можно приготовить очень вкусное блюдо, используя мясо из бульона, и не нужно его готовить как бы специально. Просто пропустить через мясорубку, приправить, добавить жареный лук, и так как вам нравится, нажарить блинчиков, и вот вкусное блюдо. Потому что если вот так специально часами готовить мясо для того, чтобы потом делать блинчики, это как-то не всегда хочется. Вот. А так, приятное с полезным, как говорится, вуаля!